твой кусочек счастья. Кто же станет твоим маленьким таким, но вселенским счастьем? С вами снова Вика и новый расклад Таро для мужчин. Устраивайтесь поудобнее, мои любимые ребятушки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, не забывайте смотреть видео до конца. В конце будет приятный бонус. Что-то я уже сегодня наболталась. Немножечко подхрипывать начинаю. Ну, пока жива-здорова, это просто из-за того, что я много разговариваю по работе. Поэтому не обращайте внимания. Голосочек, надеюсь, все так же будет вам нравиться, да? Моя скромность тоже вам будет нравиться. Мой юмор, но это 100% вам нравится, судя по отзывам. И погнали смотреть вашу сигнификацию. Представляю, сейчас вот кто-то из вас посмотрел, да, ух ты, первая карта олень, да? У многих может быть такая ассоциация, да? И смех, и грех называется. В принципе, да, не очень я люблю это название, вот как я животное это только что обозвала. Но, в общем-то, многие из вас как раз-таки в своей жизни и носили вот эти вот большие ветвистые, да. Не хочу даже вот как-то бередить это все, да, вы сами прекрасно это все знаете. Но то, что вот эти вот рожки, да, которые у вас были когда-то, вы их сбросили, и вы, посмотрите, у нас карта очищения. Это к лучшему. То есть вы освободились от того ненужного мусора в виде вашей бывшей, простите за мой французский, да. Может быть, кто-то посчитает, что я там обижаю кого-то, бывшую обижаю. Нет. Но я считаю, люди, которые изменяют, это мусор. Это мусор, да. Предателей я не люблю. Поэтому, мои хорошие, как раз все, что делается, делается к лучшему. Это вы сбросили, да, вот эти вот большие ветвистые вы сбросили. Хоть осадочек у кого-то до сих пор может и быть, да, это у нас с расклада в расклад переходит. Вы человек, который, в принципе, имеет много качеств, которыми можно похвастаться. Но в силу своей, может быть, воспитанности, деликатности, да, ну то есть в силу вашего воспитания вы не любите выпячивать какие-то свои умения и таланты. И как раз под шумок давайте-ка, мои любимые мальчишки, сделаем маленький опрос. Вот вы считаете, какие у вас самые такие большие таланты могут быть, да? Может быть, ну реально, чем вы можете похвастать? Пишите обязательно все, это очень полезно и для продвижения канала, вы знаете. Ну и, конечно же, мне приятно, я всегда читаю все ваши комментарии. Всегда вот ваши истории как-то настолько во мне откликаются, что, ну, честно, вот вы как будто родные уже мне все стали. Уже знаешь, у кого чего болит, у кого что случилось. Ну и не забываем, что мне вас всех переженить нужно, да? В хорошие руки отдать. Так, смотрим дальше. Ну, опять же, вы такой вот у меня любознательный товарищ, да, я сейчас к каждому из вас обращаюсь. Я думаю, вас никого не смущает, если я на «ты», да, иногда перехожу, но это как-то сближает. Я сама терпеть не могу, когда меня на «вы» называют, но думаю, елки-палки, я же не пенсионерка, чтобы мне выкать, да? А когда ты говоришь, ну это не потому, что я такая вот плохая невоспитанная, нет. Просто вот как-то это близко, да, мы как одна большая семья. Многие годами смотрят уже мои видео, да, кто-то на личные расклады переходит, кто-то просто как сериал смотрит. Ну, значит, что-то вам нравится, что-то вас цепляет. Итак, то, что вы любознательный, вы человек, который постоянно что-то познает, развивается, да, это уже тоже не единожды у нас сигнификация выпадала, да. Кто-то из вас может иметь не одно образование, а кому-то даже, кстати, может быть, нравится учиться. Вот такой парадокс. Кто-то с холодком, да, вспоминает в ужасе, как когда-то учился, но есть и такие, кто из вас до сих пор продолжает учиться, причем вы кайфуете от того, что вы познаете что-то новое. Можете, кстати, написать тоже, отзовитесь, ребята, кто кайфует от того, что вы что-то учите, познаете.
Вы человек вообще сами по себе такой открытый. Вы не любите какие-то тайны, когда вокруг вас плетутся интриги, да, вот это, вот эти вот все сказочки, которые могут периодически ваши окружающие вам рассказывать, лицемерие, да. Вы сами такой человек прямолинейный, вы человек справедливый. И, ну, вы, в принципе, вы всегда отвечаете за свои слова. В общем-то, мужчина и должен таким быть. Хотя не только мужчины, я считаю, женщины должны, если пообещали, то делать, да. Но вот есть такая у вас, ну уж слишком какая-то такая справедливость, обостренная, что ли, повышенная какая-то справедливость. Что еще мне о вас поведают? Ну, то, что вы, товарищ, такой огонь, огонь. Это может о чем говорить? Либо же вы огненного знака зодиака, либо же вы сами по себе, вот по своему темпераменту, огненный, страстный, подвижный, да? Вы человек очень такой мечтательный, да, вот почему-то говорят, что часто женщины мечтают, но мужчины, в общем-то, тоже живые люди и тоже могут себе намечтать золотые горы, золотые замки. Вы человек, за которым можно спокойно быть, как за каменной стеной, и, в общем-то, вы можете этим гордиться. Женщины, которые были рядом с вами, они понимали весь ваш потенциал и то, что вы можете многого добиться. Они понимали, что ну, реально вы из тех вот мужчин, которые могут защитить от каких-то врагов, от проблем, да, от забот, от хлопот. То есть вы стараетесь вообще по жизни на себя все больше и больше брать. Вы человек, который всегда стремится своих близких окружить комфортом, да, благополучием каким-то. Вы любите дарить подарки. Причем вот даже сам процесс выбора подарка, да, вам может быть в кайф, когда ты, допустим, покупаешь подарки, ну, либо же любимой женщине, либо детям, родителям, да кому угодно. А потом ты приходишь и ты смотришь, как человечек кайфует, да, как человечек там прыгает до потолка, потому что, ну, ты угодил, ты реально угодил, потому что ты душу вкладывал в подарки, когда выбирал. В общем-то, вы и сами любите комфорт, да? Вы никогда не будете жить где-то в лачуге, в хижине дяди Тома. И даже те из вас, кто скромно живут, да, если у вас небольшой доход, не забываем, что это общий расклад, в конце концов, вы стараетесь все равно обустроить свое жилище, да, вот хоть какой-то, хоть минимальный уют сделать. Даже вот если вы едете, допустим, в командировку, там, я не знаю, на отдых, куда угодно, вы даже там, вот пусть это будет одна комнатка, это там гостиничный номер, но вы стараетесь и там поддерживать порядок. Отзовитесь, ребят, у кого это проигрывается. Ну, давайте-ка смотреть, кто же все-таки станет вашим кусочком счастья, да? Потому что, ну, пока вот сказать, что вы безумно счастливы в личной жизни, ну, я не могу, к сожалению. Вот, ну, не могу. Что же будет происходить в вашей жизни, да, и какая женщина пожалует? Я обожаю вот эти карты, да, не знаю, как вам нравятся. Настолько необычные, но безумно информативные карты. Здесь можно, в принципе, одной картой делать расклад. Очень говорящая такая колода. Смотрите, в вашей жизни появится женщина. Опять-таки, мы не привязываемся к месту, да, где вы познакомитесь, потому что общий расклад. Это женщина, которая очень любит покой. Это женщина такая, знаете, она не зажигалка абсолютно. Она может быть даже противоположностью вам. Вот не зря говорят, что противоположности притягиваются. Вы такой живчик, такой активный, она более спокойная, она более степенная, она рассудительная, она уютная. Она не худышка, это может быть, ну, скорее, ну, такой средний, наверное, средний типаж, да, вот такая, я не скажу, что она толстая, нет, но среднего такого телосложения. Она ухоженная,
очень такая работящая. Почему-то мне даже не очень так не по себе стало, да, потому что почему-то сейчас вот слово работящий, да, особенно работящая женщина, это как будто особый вымирающий вид, правда? Вот все меньше и меньше таких вот женщин становится. Вот как-то больше становится силиконовых девочек, да, все больше продуманных, корыстных. Ну вот в таком ключе, да. Я не говорю, что все. Есть работящие, но как-то их все меньше и меньше. Вот эта женщина, она сама по себе простая. Вот сейчас даже от расклада идет очень такая позитивная, приятная энергетика. Я представляю, какую энергетику будет источать сама эта женщина. Вот именно тепло, уют, спокойствие. Это запах вкусных пирогов, борща. Это хорошая хозяйка. Это женщина, ориентированная на семью, хорошо воспитанная. Она, в принципе, из такой семьи, где очень приветствуются семейные традиции, какие-то там, я не знаю, посиделки на праздниках, да, когда все в семье срываются и спешат на помощь друг другу, да, если у кого-то там беда какая-то, либо проблемы. То есть она из очень хорошей семьи. Это женщина, которая всегда вообще будет вам во всем помогать. Она такая вот помощница, ну, во всех смыслах слова. Если нужно, она вам по работе поможет. Она поможет, я не знаю, там словом, делом, утешит, поддержит. Вот знаете, эта женщина, вот она реально станет вашим кусочком счастья, хоть я так и назвала, да, кусочком. Но это будет не кусочек, это такой большой-большой пирог, один большой кусок счастья. Потому что с этой женщиной невозможно быть несчастным. Она настолько добрая, она настолько заботливая, она очень ответственная. Это как раз то, что вы цените, да, она пунктуальная, порядочная, справедливая. Ну вот сейчас кто-то мне точно напишет, что ее нужно в Красную книгу занести, как особый вымирающий вид, да. Может быть, вы и правы, потому что таких женщин, ну, днем с огнем не сыщешь. Она также может двигаться по карьерной лестнице, может быть, даже на момент вашего знакомства, она вот недавно только, да, вот к моменту знакомства, она скажет, что вот недавно ее повысили. Она человечек, который абсолютно не ищет какой-то выгоды. Она руководствуется в отношениях только сердцем и душой. Это как раз то, что вам нужно, мальчишки. Она не охотница за деньгами. Вот она простая. Вот как угодно это назовите, во всех ракурсах. Вот она простая, как 5 копеек. С ней будет легко, с ней будет приятно, с ней будет комфортно. Это та ситуация, когда вам будут завидовать ваши знакомые, когда вам будут завидовать там родственники, коллеги. Хотя, опять же, я повторюсь, уже не раз об этом говорила, что когда только начинаются ваши новые отношения, но старайтесь вообще не афишировать. От слова совсем. Счастье любит тишину. Наслаждайтесь, кайфуйте, потому что зависть из глаз, ну, никто не отменял. Побудьте какой-то период инкогнито, в тайне держите, да, ну как угодно, хотя бы первое время. Хотя, когда она войдет в круг вашего общения, между прочим, у кого-то из вас может проиграться, что мужчина из вашего окружения, у кого-то это друг может быть, у кого-то там брат, сват, сосед, я не знаю, у каждого по-своему проиграется. Но у кого-то из вас мужчина, повторюсь, из вашего окружения, мужчина немножко моложе вас, он может даже, ну так, влюбиться в эту женщину. Естественно, он вам этого не скажет, но вот эта вот ваша новая женщина, она ему до такой степени понравится. Он такой, ну, белой, конечно, завистью будет вам завидовать, но поскольку вот как-то вы с ним очень так переплетены, да, либо же это друг, либо там родственник ваш, то есть он никого отбивать не будет. Это будет такая тайная влюбленность.
Я не скажу, что он будет там волком выть на луну, что вот ему не досталась эта женщина. Нет. Просто, ну, будет такое, знаете, вот сожаление, что, ну, жалко, что мне не досталась такая вот женщина. Вот в таком плане. Поэтому ревность свою попридержите. Эта женщина очень порядочная. Даже если кто-то будет делать какие-то поползновения, да, она сама будет отшивать и отбревать. Потому что для нее будете существовать только вы. Вы друг для друга будете целой вселенной. Вы друг для друга будете смыслом жизни. У вас обоих вырастут крылья, крылья любви и счастья. Я так желаю, я искренне желаю каждому из вас, чтобы это поскорей сбылось. Ну и, конечно же, я, конечно, умничка, забыла снова взять колоду. Сейчас, мальчишки, возьму, и мне же нужно вам совет карт сказать. Сейчас, 2 секунды. Так спешила, что забыла, да? Ну, прям я Маша-растеряша. Итак, маленький совет карт. Вы переворачиваете под себя, да, кому подходит. Ну, ребят, ну что я могу сказать? Вот даже больше не буду вытаскивать карт. Вот на перспективу, да, семейная карта. У вас будет семья. У каждого. У кого-то гражданский брак, у кого-то, если захотите, распишитесь. И это уже из расклада в расклад, если вы заметили, выходит. Поэтому те, кто отчаялся, вот вам совет карт. Не вешать нос гардемарины. Семья у вас будет. Мои дорогие мальчишки, все будет хорошо. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!